Батько, який п'янікний динозавр. Ненужные иммигранты или возвращение на земли предков. Дармоеды-чужаки или люди, ищущие мирной, спокойной жизни, чью судьбу история решила за них. Как рассудить? Да и кто, собственно, судьи? Я родился на территории современной Республики Беларусь, в западной части, в небольшом городке. И из моего города до Вильнюса около 50 километров, а до Минска, столицы Республики Беларусь, больше 100, что-то около 120 километров. И практически все мое детство проходило в польских традициях, потому что территория, на которой я родился, до 1939 года была Польшей, и в 1939 году эту часть себе насильно Сталин отобрал и присоединил к Советскому Союзу. И, собственно, на этих территориях, которые были отобраны у поляков, проживали, естественно, поляки, и я являюсь прямым потомком тех самых поляков, которым посчастливилось или не посчастливилось оказаться на территории, присоединенной насильно к Советскому Союзу. По рассказам моей бабушки, мой прадед был в составе войска польского, выступал против захватчиков со стороны Советского Союза, но, насколько мы помним, там сопротивление было не очень серьезным, потому что практически все силы были смещены на борьбу с Германией. Сам факт, что мой прадед был поляком и с оружием в руках пытался защищать свою родную страну, на которую вторглись завоеватели в тот момент, и повезло моему прадеду, что он не был офицером, потому что, как нам всем известно, что случилось с офицерами, защищавшими Польшу от нападения Советского Союза. Их всех свезли в лагеря, а потом просто они были казнены. Просто утилизация неугодных. Но какую-то большую часть войска польского распустили по домам, простых солдат. Мой прадед был таким простым солдатом, который вернулся, и был вынужден жить уже на территории Советского Союза. Я мало от дедушки слышал про его детство, про прошлое, но так как он был рожден в Польше, в 1939 году ему было что-то около больше 10 лет, он помнит что-то, помнит, как пришли большевики и что вообще происходило в то время, не выбирая выражений, об этом всем высказывался. Очень хорошо помню момент, когда я впервые приехал в польский Ужонт в Белостоке с документами своих прадедов, со всеми бумагами. У нас дома сохранился большой архив документов разного плана от родителей моей бабушки, и я показывал, помню, этот довод особисты, который датировался что-то вроде до 1920 года еще. Не помню точно дату. Он выглядел как такая старинная карта сокровищ, которая потертая, там не то что подпаленная, порванная, чуть-чуть такая, знаете, бумага вся такая подизношенная, и работники Ужонта собрались там все с соседних окошек посмотреть просто, что это за прикол такой, потому что, реально какая-то реликвия уже около музейная. Плюс мой прадед, оказывается, был каким-то нормальным таким большим купцом, каким-то бизнесменом, которого потом, естественно, большевики раскулачивали. У него было огромное количество такие стопки каких-то купчей земли, каких-то договоров, все на польском. Тоже это все выглядело очень интересно с точки зрения просто посмотреть. Этим бумагам уже 100 лет, и прикольно на это все было смотреть, читать, там уже не везде что-то прочитывалось. В общем, с этими всеми бумагами я приехал. И, естественно, в Польше, наверное, в какой-то мере мне проще, потому что поляки очень сильно реагируют на это, когда узнают, что ты по корням, потому что по факту я являюсь прямым потомком поляков, просто которые так сложились обстоятельства, что я так родился на территории другого государства. Помню, как-то в детстве на очередных собраниях рождественских всей семьей у бабушки с дедушкой я как-то пошутил по поводу красных. Сказал, что дедушка, наверное, не любит арбуз, потому что он красный. Я, естественно, еще малой не понимал, кто такие большевики, красные, белые, весь контекст. Я не помню, сколько у меня было, 10, может, лет.
Вот, но вот такая шутка у меня родилась еще тогда, что дедушка не любит арбуз, потому что он красный. Ну и теперь даже поверхностно зная историю, как это все происходило в те года в Советском Союзе, как несладко жилось полякам, присоединенным насильно к Советскому Союзу. Ну, понятно, что они пытались выдавить польские традиции, язык и так далее, но, как мы уже видим, по факту поляки очень сильно чтут свои традиции, и вот в них, у этого народа очень это прикольно проявляется тем, что даже вот на таких отобранных землях из поколения в поколение эти польские традиции жили. Моя бабушка росла на территории Советского Союза, потом вот уже была Беларусь под конец ее жизни. Она все время хранила эти польские традиции. Кстати, касательно Беларуси и Польши, вот я никогда не помню, что были какие-то проблемы. В Беларуси всегда свободно существовала и развивалась, и хранилась польская культура. В костелах всегда ксензы, вот, ну, особенно вот на западных территориях, я не знаю, как в Минске, я не ходил, как там на Востоке вообще, есть ли там костелы и насколько это популярно, но вот на Западе всегда в костелах ксензы читали проповеди, молитвы на польском, выписывались какие-то журналы, часописы там по-белорусски, на польском языке. У бабушки было много литературы на польском, всегда все было окей, и я знаю даже, что большое количество польских организаций в Беларуси жило и развивалось, какие-то сообщества польские, в которые люди с принадлежностью, с польскими корнями как-то вступали, у них были какие-то кружки, я об этом подробно не знаю, но я знаю, что таких сообществ было, и даже люди получали карты поляка вот уже после рекомендаций от этих сообществ. Костел всегда уважался наравне, точно так же, как и церковь. С этим проблем вообще никогда никаких не было. Самым ярким проявлением этих традиций были, конечно же, рождественские традиции и вот эта семейность. Вот что у поляков сейчас мы наблюдаем максимально сильно развито, это вот эта традиция на Рождество собираться большой семьей. И моя бабушка, мамина мама, очень сильно это соблюдала, и вот все время на Рождество собирались всей огромной семьей, это прям было вот не обсуждалось. И когда, конечно, маленький, ты этого не понимаешь, не ценишь, ну, типа, что-то собираются, там взрослые сидят, там едят, отмечают, что-то обсуждают. Вот. Но когда ты уже взрослеешь, как я теперь уже вот под 40 лет, у самого появились дети, и только сейчас начинаешь видеть в этом большую ценность, особенно с той точки зрения, как в нашей семье мы покочевали знатно, прожили в разных частях света, и вдалеке от родственников, вдалеке от близких людей, от бабушек, дедушек, наши дети с бабушкой, с дедушкой там постоянно разлучены расстоянием. Сейчас мы находимся в Польше, а не в Белоруссии, и у нас вот нет даже прямой физической возможности часто видеться из-за всяких бюрократических моментов, документальных, визовых и не только. И теперь меня воспоминания очень часто отсылают в мое детство, когда мы собирались всей большой семьей у бабушки за столом на вигилию, как бабушка делала традиционный польский стол, постные блюда, 12 постных блюд, кутя, вот все эти истории, походы в костел, оплатки. Конечно, повторюсь, да, там ребенком все это вообще очень сложно воспринималось. Плюс бабушка не могла как-то доносить, у нее, ну, они жили такой непростой жизнью, тяжелый труд, и, ну, просто у них это было в крови, они видели это с детства, ну, и сложно было объяснить нам, уже поколению выросшему немножко в другом менталитете, в других каких-то традициях. Хотя моя мама тоже старалась соблюдать традиции своей мамы, потому что, ну, как бы плоть от плоти, и тоже все это близко, и
Даже будучи подростком, я этого не понимал, типа, а зачем, а чё, и вот эта вот традиции Советского Союза именно уже наслаивались на то, что у европейцев, ну, поляков, сейчас в частности мы говорим о поляках, именно праздник Рождество главное, а у нас вот этот Новый год, этот советский праздник Новый год, который никак не привязан ни к религии, не какой-то... Ну да, это типа считается семейный праздник, но все больше и больше становилось там в норму, входило у всех, у многих семей. Это уйти, когда там подросток уже, уходить праздновать Новый год там в компании, просто алкоголь, пьешь это все. Ну, это просто, на самом деле, просто такая тусовка была. То есть в этом не было никакой особенной традиции. Это просто большой такой громкий праздник, чтобы там побухать, потусоваться, вот, и, конечно, родители пытались, хотели, чтобы все эта семейность сохранялась, но все-таки это потихонечку выдавливалось, и ты не понимал подросткам, зачем это. А вот сейчас уже, вот мы приехали в Польшу, и мы смотрим, как здесь это до сих пор чтится, вот это Рождество, причем, что кто-то через призму религии, кто-то через призму просто традиций семейных, потому что неважно, как бы ты относился к религии, неважно, какое у тебя вероисповедание. Вот я, например, крещенный в православную веру, но я не могу назвать себя адептом церкви или костела, хотя атеистом я себя тоже не называю. Я очень много видел и знаю людей, которые много ходят в костел и в церкви, но живут они совсем не по заповедям. Они ходят просто вот, чтобы вот поставить галочку, чтобы Боженька их там якобы не покарал, но они не соблюдают эти заповеди, и они не живут, то есть они внутренне неверующие, или убеждают себя, что верующие. В общем, религия и духовность, и вера – это разные вещи. Просто кто-то ходит ради религии, кто-то действительно верит, кто-то это совмещает, кто-то это абсолютно радикально разъединяет и не видит никакой взаимосвязи между религией и верой. Для кого-то религия помогает укрепить веру, а для кого-то, наоборот, религия и все, что творится в околорелигиозных вот этих инфополе, да, вот оно рушит кому-то, для кого-то, наоборот, мешает истинной вере. Вот. Кто-то может сказать, что не обязательно надо ходить в костел, потому что это дом Бога, а другой говорит, зачем мне, у меня Бог внутри, я могу просто помолиться в любой момент жизни, в секунду, через внутреннее состояние поговорить с Богом. Зачем мне какие-то проводники, зачем мне эти ряженые дядьки какие-то в каких-то одеждах, эти дома. И каждый прав по-своему. И тут нет какой-то однозначной оценки или суждения, потому что каждый для себя делает выбор. Точно так же и мы делаем для себя выбор, и для нас вот здесь празднование Рождества в этом году это уже больше как красивая семейная традиция, но мы говорим с детьми о Боге, они спрашивают, почему вот этот костел, почему вот этот что-то вот это распятие, кто такой Иисус. Мы это рассказываем, в это сами сильно не погружаемся, потому что мы смотрим на мир немножко по-другому. Мы как раз из тех людей, которые считают, что Бог внутри нас, и каждый может его обрести, найти внутри. Не будем сильно в это углубляться, я просто говорил, это очень важный момент, потому что многие люди сильно триггерятся на это, кому-то это нравится, кому-то не нравится. Ну, просто давайте будем оставлять право за каждым самому принимать решение, как относиться к вере, к религии. Вот. И для нас сейчас Новый год тоже кажется менее таким осмысленным праздником, потому что это просто смена там, календарного года. А глядя на то, как поляки празднуют Рождество, как у них до сих пор это все в семейных традициях. Кого-то это тоже, возможно, раздражает. Как вот я общался с некоторыми, что вот это попробуй не приедь, на тебя там не поймут родственники. Ну, возможно, в силу возраста, возможно, какие-то свои особенности, но рано или поздно люди все равно придут к тому, все придут к тому, что нет ничего ближе, ценнее и дороже в этой жизни, чем семья, чем вот в целом человеческая жизнь и семья. Это самое-самое близкое и дорогое, и бесценное, что у нас у всех есть. Это не просто, потому что семейные отношения тоже у многих переплетены разными перипетиями, много проблем. И да, это все сложно, бывает очень сложно. Во всех семьях много своих заморочек. Но когда этого не становится,
вот как мы сейчас остались здесь одни, наши бабушки, дедушки, через, вот кажется, рядом и в то же время так далеко, нет возможности собраться, они не могут видеть внучек, внучки не могут видеть их. Это грустно. И когда человек чего-то лишается, только тогда начинает по-настоящему ценить. Вот так скромно, по-семейному мы встречаем Рождество, которое, кстати, не праздновали очень долго, потому что были далеко. А здесь атмосфера и настроение как бы сами по себе обязывают. Поэтому здесь, в Польше, глядя вот на то, как поляки относятся к своим этим традициям рождественским, которые плотно укоренились именно вот через семейность, через вот это вот объединение семей, нам и грустно, и по-хорошему завидно, и нам кажется, что это правильно. Это здорово, что люди, что есть такой праздник, хотя бы раз в году люди могут собраться всей семьей и побыть вместе. Кстати, по поводу языка, учить польский язык мне оказалось легче, чем моей супруге. Вот Настя у меня лингвистка, она заканчивала белорусский ИНЯС, но когда мы пошли первый раз заниматься польским, ей оказалось самое трудное вот это ударение на предпоследний слог. То, что все слова в польском языке на предпоследний слог ударения. А для меня это оказалось, хотя я ленивый, двоечник, вообще не люблю учиться, но для меня это оказалось самым простым, потому что бабушка меня водила часто в костел, меня и всех родственников, то мы часто посещали костел, хотя я был крещенный в церкви, неважно, то есть мы просто ходили, и я очень хорошо помню начитку молитв от ксензов. Вот. И у меня вот это ударение из-за вот этих молитв, оно у меня просто отложилось, и когда я слышу польский язык, вижу просто польские буквы, у меня автоматически мозг переключается, потому что у меня в голове сидит вот это хлеба нашего повседнего, як на небе, так и на земле. Вот. И вот это все у меня вот в голове отложилось именно в контексте ударения, и в этом плане хорошо сыграл. Плюс моя бабушка, она никогда не говорила по-польски с нами, потому что, смысла нет, мы не говорили по-польски. Но она читала польские газеты, ей кто-то привозил, выписывала, она читала постоянно какие-то религиозные издания, она очень часто ходила в костел, и вот эта улица, я помню, все ее соседки, они все между собой могли общаться практически тоже на польском, вот ее ровесницы, потому что, как я и сказал, это, по сути, были поляки уже, рожденные, выросшие в СССР, просто, это потомки поляков, и они все хранили эти традиции. Вот это интересно смотреть на поляков, как они в себе хранят вот эти традиции и государственная символика для них, герб с орлом, флаг, все это у них вот эти символы настолько в крови. И, как мы знаем, что Польши не существовало какой-то промежуток времени, когда вот эти всякие империи российские, австро-венгерские, вот это все прусские поделили Польшу 3 поделами. В итоге какое-то время ее не существовало. Это вообще просто, если подумать, не было юридически Польши, ее поделили, поприсоединяли к своим территориям, но люди сохранили все традиции, сохранили отношение к этой символике. И потом уже после Возрождения, то есть не составило никакого труда. Я понимаю, что были какие-то, наверное, особенности, там все по-разному было, но мы видим, что сейчас. И поэтому поляки очень так болезненно относятся к всяким историческим моментам, что здесь творили нацисты, оставили столько шрамов на Польше. Российская империя тоже здесь натворила делов. И они очень сильно исторически рефлексируют по поводу всех этих вещей, и поэтому после воссоединения у них это все и символика, флаг, герб, так же, как и традиции, все они за это держатся. Это прикольно наблюдать, и мне нравятся эти аспекты. Опять же, я, возможно, многого еще не знаю, мы только приехали, но мне нравится смотреть на это. Мне нравится
общаться и узнавать поляков, имея корни, действительно находясь, будучи потомком, дети мои тоже потомки поляков, они уже говорят на польском, как вы многие слышали в прошлых видео. Мне интересно в это все вникать и узнавать. Wszystkim Polakom bardzo to się podoba, jak śpiewacie tę piosenkę. Пісенка? Пісенка. Там пісенка. Przepraszam, no ja ж nie chodzę do przedszkola, nie rozmawiam tak codziennie jak wy. A wy umniczki. Bo ja jestem Polak mały, taki silny, taki śmiały, kolor biały, czerwony, dobrze znam, polską flagę w domu mam. W naszym pięknym kraju wyje się wspaniale, można tu zdobywać góry i podziwiać morskie fale. Jak wygląda polski herb, każdy dobrze wie. To jest orzeł w złotej koronie na czerwonym tle. Девочки, bardzo pięknie śpiewacie. Моя бабушка была 11-м ребенком в своей семье и единственная девочка, то есть у нее 10 братьев старших. Моей бабушки уже нет в живых, уже достаточно давно, и, естественно, ее старшие братья тоже уже, большинства из них нет в живых, вот, но я знаю, что как раз-таки из этих 10 братьев большая часть потом вернулась в Польшу, уже жила на территории Польши, современной территории Польши. И у меня здесь в Польше получается огромное количество родственников, потому что у всех этих братьев моей бабушки, это мои, получается, двоюродные деды, двоюродные дедушки все мои, и у них у всех, естественно, большие семьи были в Польше. Кто-то из них поразъезжался по разным странам мира, и по всему миру разбросаны родственники, но я знаю, что в Польше большое количество до сих пор проживает. Мама, кстати, с ними моя контактировала. Мои двоюродные братья тоже вот ездили вместе с моей мамой. Вот мы в то время еще были далеко отсюда. Сейчас пока еще не соприкасался с родственниками, но я думаю, что это интересно было бы поставить себе такую задачу, как-то встретиться, пообщаться, потому что, ну, достаточно близкая родня. Большим открытием, очень важным моментом стало развенчивание мифа о их русофобности, о их злобности, что поляки там какие-то ненавидят всех вообще и вся, не знаю. Мы уже не раз говорили в видео о своем опыте, что мы встречаем огромное количество добродушия и позитива. Конечно, читаешь новости, там где-то кто-то кого-то ударил, там оскорбили украинцев, там были случаи, оскорбили и избили белорусов. Да, какой-то негатив, он везде есть. И в Беларуси многие белорусы ненавидят белорусов, ну, не из-за того, что они белорусы, а просто потому, что они ненавидят людей или просто живут в злобе и в ненависти. Это везде есть. И, конечно, кризисы вот эти мигрантские, они, конечно, будут вылазить, естественно, потому что мы это тоже, я уже на эту тему записывал отдельное видео, потому что это неизбежно. Но если брать такой общий срез, на нашем личном опыте, возможно, помогает то, что, да, мы белорусы, может быть. Нам так многие говорят, поляки, и пишут в комментариях, что как-то к белорусам более доброжелательны, чем к украинцам. Не знаю. Но многие в то же время поляки пишут, что да для меня все равны, и украинцы, и белорусы, и поляки. Если ты, ну, условно, плохой человек, злой человек, неважно какой-то национальности, то тебе нигде не будут рады. Если ты невоспитанный хам, то неважно, ты белорус, украинец или ты поляк, тебе не будет любить никто в Польше, даже поляк, если ты как поляк сам тоже хамло и быдло, а быдла везде хватает, везде, в каждой стране, я уверен, в Швейцарию поедете, там будет тоже быдло, найдутся свои, как в Америке и там в Британии тоже свои реднеки, везде это все есть, но это просто как обратная сторона медали есть во всех странах, но
Вот по мне немножко даже прям обидно за поляков, что так на них, вот прямо, что они какие-то там ненавистнические. Блин, они просто реально очень ревностно относятся к своей государственности, к своей стране, к своим символам, к своему языку, потому что страна натерпелась до хера проблем. Страну дербанили, рвали на части, делили настолько, что страны не было какое-то время, длительные там годы, не существовало самой страны. Почему поляки не должны ревностно к этому относиться? Это вообще-то их страна, они относятся, не знаю, как хотят к своей стране. Для меня было гигантским удивлением, приятным удивлением, что в Ютубе мы практически, вот сколько мы уже записываем видео о жизни в Польше, встретили вообще вот минимальное количество негатива, особенно от поляков. Какой-то есть негатив, там вот эти врации до себе, спердалей, вот эти все вещи, конечно, пишут. Больше негатива в Инстаграме, хотя я не веду Инстаграм, вот Настя, моя супруга, больше ведет Инстаграм. Там чаще пишут негатив, но пишут в контексте, типа, что ты тут делаешь, вали к себе на Украину. То есть люди думают, что мы украинцы, потому что много украинцев здесь, и люди автоматически, не разбираясь, вот это самое печальное, что люди не пытаются даже разобраться, просто пишут негатив. Вот. Но самое грустное, что, опять же, все равно, как я уже и говорил в предыдущих видео, что большинство негатива и зла, и прям вот ненависти, это не на польском языке. Не на польском языке, не от поляков, а на наших языках. И, конечно, вот смотришь на это все прям печально. Вот с такими своими никаких чужих не надо. Потому что, когда тебя вот свои же так прям ненавидят яростно, просто так, непонятно за что, просто потому что вот просто так, привыкли жить в ненависти, это очень больно, грустно. Недавно даже, что для меня было максимально удивительно, я даже, кто-то нам написал хейт какой-то, какие-то злые слова на белорусском языке. То есть нас обвинил, что мы какие-то предатели, не говорим на белорусском языке. То есть смешно, да. Меня в 6 классе заставили говорить на русском государство, потому что приняли русский язык, перевели школу на русский язык, белорусский он так вытеснялся. У нас только учителя белорусского говорили на чистом, красивом белорусском языке. Вот. И я вот как бы сейчас в чем-то виноват перед такими людьми. Но понятно, что здравые люди, здравомыслящие люди, адекватные люди никогда не будут этого делать, писать негатив другим людям. Это все делают люди, у которых прям реально боль, несчастье и вот прям тьма внутри, там в душе тьма, поэтому они как-то пытаются компенсировать. Но огромным приятным удивлением было вот осознанием, что вот очень много хороших слов пожелания, добра вот от поляков. И это невероятно вдохновляет. Спасибо, кстати, всем, кто пишет хорошие отзывы. Пишите в комментариях, мы с удовольствием читаем, отвечаем. Это очень приятно. Спасибо за поддержку. И, как уже сказано, мы сейчас здесь без возможности часто встречаться со своими близкими, без возможности объединять нашу семью, даже хотя бы на такие большие важные праздники. Стараемся просто праздновать своей семьей и говорить о семейности, вот о таких важных вещах. И Рождество для нас тоже было приятно отмечать, как традиция, это красивая, яркая традиция. Наши дети с детства знают, что не существует никаких Санта-Клаусов и Дед Морозов, но мы просто говорим это в контексте традиции, что это просто красивая сказка. Дети же любят сказки. Почему бы в такой вот пору года не поверить в сказку? И в то же время, конечно, мы рассказываем о истории, кто такой святой Миколай, потому что у поляков Святый Миколай – это Санта-Клаус в общепринятом понимании, то, что уже в Советском Союзе переделали для себя как Дед Мороз. Мы все это говорим с детьми честно, говорим правду, что это просто сказка, это красивая традиция, и которая укрепляет семейные узы, взаимоотношения, и мы не прочь ходить в костел, послушать службу, тоже поговорить с детьми об этом, поговорить о Боге, о восприятии Бога. Мы ничего не навязываем, если они вырастут и захотят ходить в костел, пожалуйста, если вы хотите быть буддистами, пожалуйста, захотите в церковь, пожалуйста. Уже в более осознанном возрасте каждый будет делать выбор сам.
Мы просто стараемся все это преподносить через семейность, через такую хорошую, добрую, теплую традицию, через добро, через любовь, потому что, в конце концов, никакого смысла нет ни от какой религии, ни от каких богов, если нету внутри мира и добра, и нет любви внутри, потому что Бог — это и есть любовь, как говорит любая религия. Но почему-то люди за этими словами мало это как-то привносят в жизнь. Как вообще эти парадоксальные штуки по поводу религии, там, как религии друг с другом воюют, убивать во имя Бога, как крестовые походы, что творилось там, истории в этих Ватиканах и все, поэтому, ну, каждый относится к этому по-своему, и каждый выбирает вот как вот на все это смотреть. Мы сделали свой выбор, мы никаких радикальных, каких-то резких движений, заявлений там, или каких-то взглядов не придерживаемся. Просто стараемся жить по совести, стараемся культивировать добро и любовь и в себе, и объяснять это детям. А там, как этот Бог уже, как это все называется, в каких зданиях молиться, это уже атрибутика второстепенная. Поэтому самое главное вот через себя изнутри. В Польше, как я заметил, сам Новый год мало отмечают. Отмечают в основном Рождество, что нам тоже по душе, но мы отмечаем, просто тоже наша традиция, мы в этом выросли, но мы уже не пьем алкоголь около 10 лет, и поэтому для нас это просто тоже как красивое продолжение традиции, праздника, вот и все. Очень круто смотреть, как украшается город, очень классные украшения, все торговые центры, очень много мероприятий для детей. Вот в Варшаве мы ездили на одно, второе, третье, какие-то ярмарки эльфов. Вот опять же, повторюсь, детям вроде они понимают, что это сказка, но это же просто как развлечение, как мероприятие, какие-то шикарные, невероятные магазины украшений. Всего этого очень много. Да, погода в этом году была не очень новогодняя, но тем не менее все эти огни, елки, декорации, иллюминации, они, конечно, все равно создают атмосферу праздника. В такую холодную пору всегда ждешь уже, как только осень заканчивается, всегда ждешь этих праздников, потому что вот эти праздники несут тепло, такую семейность, уют. И вот стоило только пройти Новому году, сразу через день пришла настоящая зима. Это же самая крутая история, когда солнце светит, легкий морозик и снежок. Потрясающе. Вот у нас было. А ты что делаешь? Вот об этом мечтали подряд 3 новых года в тропиках, чтобы они увидели, как это со снегом, такой зимний праздник. Они все время нас спрашивали там, а как это, а что это, а что там со снегом, и как он выпадает, а почему он. И вот наконец-то сейчас вот они, конечно, уже скучали по снегу. Скучали по снегу, хотя его еще не помнили, не видели. Вот, и сейчас они наконец-то могут уже в полной мере ощутить. Я надеюсь, что это такое начало. Говорят, сейчас в начале января еще какой-то большой сюда циклон идет в Польшу и должно замести все снегом. Круто. Ну я же просил не бросать. В этом году будет много классного контента на нашем семейном канале о жизни в Польше, о Польше, о нашей семье. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в новых видео. Пока-пока.